Друзья, всем привет! Это очередное видео компании Чак Норрис. Сегодня у нас француз. Француз с самым, наверное, спорным двигателем, который ставился на машины этого концерна. Двигатель THP совместной разработки Peugeot, Citroën и BMW. Чья это больше разработка, сказать сложно, но ставился он на автомобили и французов, и немцев, и даже там на Mini Cooper. Это 1.6 турбо мощностью в данном случае 150 лошадиных сил. Когда этот мотор вышел, в принципе, как новый продукт, он был достаточно интересен с технологической точки зрения. Данный мотор имеет турбокомпрессор, изготовленный по технологии Twin Scroll. У него очень хорошая тяга практически снизу за счет именно Twin Scroll турбины. Максимум момента достигается уже с 1400 оборотов в минуту. Он имеет непосредственный впрыск, что дает довольно неплохие показатели экономии топлива. Точнее, наверное, сказать, топливной экономичности. Насколько он экономит, не экономит, тут уже судить каждому относительно чего он мерит. Но так как мотор у нас высокотехнологичный, и как следствие, естественно, он довольно-таки проблемный. В целом, мотор этот пришел на смену двухлитровому агрегату, который ставился на автомобиле Peugeot, Citroën до вступления в силу норм Евро-5. Двухлитровый мотор выдавал 140 лошадей, но был очень прожорливым. Когда уже вступили в силу в Европе нормы Евро-5, он не мог соответствовать экологическим требованиям, и, естественно, был разработан новый, более экологичный, более технологичный мотор. По общей тенденции даунсайзинга был снижен рабочий объем, и турбина и прямой впрыск позволили снять с него даже больше показателей мощности. Конкретно данная модификация у нас имеет 150 лошадиных сил и 240 ньютон-метров крутящего момента, что очень неплохой показатель. Да, это, конечно, не супер выдающиеся какие-то там цифры, но такой очень хороший среднячок именно для таких технологий, то есть турбо и прямой впрыск. При этом в своем классе он не слишком прожорливый и, естественно, уже гораздо экономичнее, чем старый двухлитровый двигатель. Что стоит отметить, вот этот крутящий момент 240 ньютон-метров, в интернете там можно поискать разные данные, кто-то пишет, что там якобы доступен какое-то кратковременное повышение крутящего момента до 260 при достижении определенных условий, хотя люди снимают на диностендах с обычных стандартных моторов без чиповки по 260, может быть даже чуть больше ньютонов при стандартной прошивке. Сколько здесь уже, конечно, сказать сложно. Но сейчас мы будем рассматривать наш конкретный случай на конкретном автомобиле. Первый раз эта клиентка, женщина-владелец этого автомобиля, это у нас Citroën C4 Grand Picasso. Таких на дороге встретить можно очень редко. Если обычный C4 Picasso еще время от времени встречается, то Grand Picasso или Picasso, не знаю, как уж правильно, довольно редкий зверь. Машиной именно по потребительским качествам владелица очень довольна и менять его не захотела. То есть там стоял вопрос, когда уже начались определенные проблемы о смене автомобиля и покупке нового, но потом ей было принято решение, что все-таки этот автомобиль будет доводиться до ума и будем оживлять, и будет она дальше на нем ездить. Потому что по тем функциям, которые нужны, которые она получает в этом автомобиле, мало что сейчас можно найти на рынке. Так как вообще, в принципе, класс минивенов, по крайней мере, на российском рынке вымирает, то альтернативы сейчас новые найти очень сложно. Из кроссоверов семиместных это будет всегда уже ценник прям очень большой, но и кроссовер в любом случае, чтобы он имел столько же места, столько же там кармашков, то, что важно в данном случае, как в минивене, это должен быть автомобиль большого класса, уже за действительно большие деньги. Здесь мы имеем Citroën C4 Grand Picasso, повторюсь, 2011, если мне не изменяет память, года выпуска. И первый раз я с ним познакомился
чуть больше полугода назад. Ко мне приехали чисто на диагностику. Проблемы, конечно, проявлялись очень ярко на нем. И надо отметить самый главный, наверное, здесь момент, потому что мы будем говорить, да, про этот двигатель. Пробег при моей первой встрече на машине был 110 тысяч. Но сейчас чуть больше. Я чуть позже посмотрю точно какой, обязательно скажу. Но меньше 10 тысяч он точно прошел с того момента. Что же случилось? Ну, в общем, если сразу говорить, что будем делать, да, приехал топливный насос высокого давления. Так как это автомобиль с непосредственным впрыском, то здесь, по сути, любой автомобиль с непосредственным впрыском — это та же дизельная система, только имеющая свечи зажигания и работающая не на дизеле, а на бензине. Мы имеем два топливных насоса. Первый подкачной, как у любого автомобиля с распределенным впрыском на обычном инжекторе, который стоит в баке. Он в одном модуле с топливным фильтром. Он подает топливо, в данном случае, кстати, давление даже выше, чем среднее для инжекторов. Здесь он выдает 5 бар. Работает он здесь исправно, был проверен мной еще тогда. Но у автомобиля, в общем, там целая куча ошибок, по-моему, порядка 10 по двигателю. И все они приводят к одному единственному выводу: умер ТНВД. Проявлялось это очень страшно и неприятно в эксплуатации. Машина могла сама по себе заглохнуть при остановке на светофоре. Она могла очень сильно дергаться при трогании, не развивала мощности и, в общем, абсолютно неадекватно себя вела. При этом вентилятор постоянно работал, и я уже отчасти забыл, что было тогда, несколько месяцев назад, в телефонном разговоре последнем моем с клиенткой. Она напомнила, что вентилятор у нее включается там, при любой погоде, даже минус 20, постоянно молотит. Происходит это потому, что режим работы двигателя выпадает в аварию, то есть он работает именно в аварийном режиме. В аварийный режим выпадает двигатель, когда регулятор давления топлива не справляется, регулятор потока, и даже на холостых оборотах давление не достигает минимума. Ну, я это наблюдал прямо в динамике, то есть смотрел все ошибки, разбирался с ними, смотрел показания параметров, и давление у нас топлива, по-моему, вообще не менялось. Когда мы стираем все ошибочки, то есть вроде как говорим блоку управления, что сейчас должно все в порядке, он начинает работать более или менее устойчиво, видно, как изменяется, идет регулировка именно давления топлива, изменяются скважины сигналов на регуляторе потока, и в определенный момент давление топлива падает, регулятор пытается это исправить, увеличивает скважинность импульсов, но все равно этого не хватает, давление не поднимается до нужного уровня, и полностью тогда в этот момент отключается вся регулировка давления топлива. И там уже он работает просто как может. Вот, и может он не всегда. А тут еще стоит робот. Это вообще отдельная история. Но сейчас мы коробку касаться не будем. Но на этой коробке было очень сложно заехать в бокс. Когда ко мне первый раз машинка приехала, работали еще не в этой мастерской, а старой, и там у меня въезд, перед воротами небольшая горка. И было очень страшно, когда Саша, диагноз наш, сел за руль и пытался загнать машину, и я не понимал, что происходит. Он то стоит на месте, то потом она резко дергается с пробуксовкой, а это все еще происходит в горку, а в боксе стоит вторая машина, и он говорит: я просто не могу тронуться, на, попробуй. В общем, она не могла просто плавно, спокойно заехать. То есть мы давим газ, а она стоит на месте, потом резкий пинок, и вот как так ездить в пробках, вообще непонятно. Так как у нас минивэн, и он имеет свои особенности компоновки, двигатель расположен очень глубоко в моторном отсеке. И в связи с этим доступ к некоторым компонентам очень сильно затруднен, и датчик давления топлива располагается на топливной рампе. Тут, по сути, это тот же коммунарин, только бензиновый. Вот. Он располагается на топливной рампе по спускным коллекторам. И чтобы до него добраться, в общем, мы как-то добирались...
сейчас бы память не изменила. В общем, мы это делали снизу, вот в маленькое вот такое вот пространство, как-то руку протягивали. И, в общем, все к чему. Добраться к нему с щупом от осциллографа и проверить работоспособность датчика практически невозможно. То есть там разбираешь пол машины, и она не может работать без снятых каких-то компонентов. Поэтому было принято решение изначально, чтобы исключить неисправный просто датчик давления топлива. Он стоил примерно сопоставимо с работой. Да? Мы решили сразу поменять датчик давления топлива. Я сразу говорил, что возможно он будет исправен. Да, это не совсем правильно, но это связано исключительно с компоновкой машины. Датчик давления топлива заменен, результата не было. В общем, машина также ездила, я говорил о том, что нужно менять ТНВД. Твинскрольная вот эта турбина, которая здесь установлена, тоже уже приехала, и она имеет люфты и осевой, и радиальный. В общем, ей очень плохо, она очень сильно кидает масло. Надо менять оба самых дорогостоящих компонента в этом моторе. Потом через какое-то время мне клиент сказал, у меня машина сама излечилась, какое-то время она, я не знаю почему, ездила нормально, и вот опять проверяется, начали все вот эти проблемы, которые были. Было принято решение, что будем менять ТНВД, сперва ТНВД, турбину чуть попозже, пока нужно, чтобы машина просто поехала, хотя бы не глохла и заводилась, и вела себя как приличная девочка. Должен отметить, что цена на ТНВД оказалась не такой высокой. Если бы сейчас у нас здесь стоял дизельный какой-то автомобиль, и нам нужно было заменить ТНВД, то он бы стоил порядка 80-90 тысяч, это как минимум. Здесь же мы купили новый, оригинальный, вот от него коробочка такая, насос покажу чуть позже, то есть вот Citroёn Peugeot, оригинальный топливный насос высокого давления обошелся на сегодняшний день в 24 200 рублей. И, это достаточно приемлемая подъемная цена. Расплата за технологичность. Самое интересное, что я не знаю всей истории автомобиля. Этот автомобиль был у одного единственного владельца, то есть он покупался новым в Москве, в салоне. Люди ехали конкретно за ним, то есть они хотели вот эту машину, в Москве ее купили. И то есть весь срок эксплуатации он в одних руках. Сперва он обслуживался у дилеров, потом много лет у какого-то одного мастера. Я лично с этим мастером не знаком, что делали, я не знаю. Но с проблемой вот этих затрудненных запусков и каких-то неполадок с двигателем обращались уже к официалам, не знаю, может быть, еще какие-то сервисы. Неважно. Суть в чем. Когда сегодня парни сняли родной насос, вот так он, кстати, выглядит у нас, сразу он идет с регулятором потока, то увидели явные следы какого-то в него вмешательства. Причем абсолютно непонятно, зачем это было сделано. Здесь у нас вообще идет, видно, что развальцовывали это все, потом пытались как-то на герметик, я извиняюсь, просто присрать, потому что по-другому это не назвать. Это отвратительно. Как это, торцевая часть? В общем, где у нас насос прикручивается к блоку, да, вот на этой части у нас видны следы вообще ударов молотком или не знаю, чем долбили. То есть, что пытались сделать с этим насосом, непонятно. Точнее, для меня вообще непонятно, зачем нужно было весь ТНВД. Потому что ТНВД такая штука, которую, тем более при такой стоимости, ремонтировать нецелесообразно. 24, 200, поменяли и все, и поехали дальше. Для сравнения, вот у нас новый насос. То есть, абсолютно та же конструкция. Оригинальный, новый, то есть, в принципе, тут, чем он ничем не может отличаться. Сразу он идет, опять-таки, новый с регулятором потока, то есть здесь уже не нужно заморачиваться, что там будет, нужно будет еще отдельно вот этот элемент менять. Нет, он сразу идет в сборе. На регуляторе потоки стоит еще там есть сеточка. Бывает, что у людей чисто забивается сама сетка, и проблемы с давлением топлива именно поэтому. Там уже было это все проверено, то есть регулятор потока снимался, сеточка чистилась, не помогло. Вот. И сейчас будет установлен новый насос, машинка должна поехать. Поехать она поедет, проблемы с пропусками, с троением, с отсутствием мощности, с толчками, рывками и так далее уйдут, но останется еще проблема с неисправной турбиной, которая очень сильно кидает масло, и нужно будет потом еще разбираться с вентиляцией картерных газов. Как практически любой современный мотор страдает вот этими детскими болезнями,
Вентиляция картерных газов – это прям бич современных моторов. Надо будет смотреть все уплотнения, нужно будет смотреть клапан сам вентиляции картерных газов. Честно, сейчас не буду врать, где он стоит и как устроен на конкретном моторе, но он есть практически везде, и практически всегда именно мембранка является первопричиной всех вот этих вот проблем с выдавливанием сальников и всех прокладочек. Ну, а в целом, наверное, возможно, это конкретный экземпляр так быстро устал, и 110 тысяч это все предел, да, на котором уже нужны большие вложения. Кстати, про турбину. Несмотря на то, что обычно турбины клинскрольные это высокотехнологичные, сложные и довольно дорогие, здесь турбинку есть 3 варианта, какую турбину можно поставить. Ну, точнее, их чуть больше, в основном, да, рассмотрим. То есть, первое это полностью оригинальная новая турбина. Второе это восстановленная в Европе турбина компании Borg-Warner. И третье это турбина российской компании Turbo Engineering. На российскую турбину новую и на турбину восстановленную в Европе одна и та же гарантия, год. И цена у них практически одинаковая, разница буквально там в 3000 рублей. Начинается ценник начальный на турбины, по-моему, самый дешевый вариант это как раз таки российская Turbo Engineering, тоже порядка 24 тысяч рублей. Ну, там плюс-минус буквально. Для турбины, для новой, это небольшие деньги. И с учетом того, сколько проехала эта машина и сколько, надо читать как. То есть мы имеем хороший момент, мы имеем достаточную максимальную мощность, да, то есть для этой машины людям было комфортно. Да, по моему личному мнению, конечно, для такой большой машины все равно этого моторчика маловато. Но людям хватало, при этом у нее был относительно небольшой расход, и если сравнивать с каким-то там старым атмосферником, она неплохо экономила по топливу. И, просто надо считать так, что она, как и дизель, она не просто экономит, а немножко дает взаймы. Дает в долг, и вот теперь долг этот приходится погасить. Да, нужны вложения сейчас по запчастям с работой, и пусть это будет там 1060-70, но это разово будет вложено в машину, потом она поедет, возможно, еще столько же. Возможно, чуть меньше, потому что все равно имеется износ уже цилиндропоршневой группы и так далее. Вот, цилиндры мы не смотрели, то есть не проверяли, ни компрессию, ничего, потому что пока стоит на сегодняшний день задача просто, чтобы машина поехала. И мы сегодня меняем насос. Ну что стоит сказать в принципе по этому мотору? Это не какой-то там супер плохой или супер классный мотор, это просто мотор, отвечающий требованиям времени. Это, так скажем, средний европейский мотор, который пытались загнать в экологические нормы. Что-то подобное делали все производители. И, кстати, в свое время, когда, не буду врать в каком году, но когда он вышел, он обогнал даже по каким-то там номинациям вот этот супер восхваленный европейцами двигатель от Volkswagen 1.4 TSI. То есть он был там, когда выстраивается рейтинг моторов за год, он был там типа даже чуть круче. Он имеет те же болячки, то есть это у нас больная турбина, это вот здесь у нас вышел на 100 тысячах из строя НВД, потому что они ездили с этой проблемой уже давно, то есть там чуть больше, видимо, за 100 перевалило и накрылся медным тазом. Естественно, он также теплонагружен, потому что у него идет, хоть небольшое, здесь 0,8 он дует турбокомпрессор давления максимальное, у него стоит интеркулер, турбина все равно находится в непосредственной близости с блоком и головкой цилиндров, все это алюминиевое, двигателю нужна хорошая смазка, обязательно хорошая смазка, хорошее охлаждение, то есть нужно хотя бы раз в год делать чистку радиаторов, привозить автомобиль в сервис, чтобы это все открывалось, продувалось, прочищалось, промывалось, и хорошее топливо. Хорошее топливо, в котором не будет много серы, не будет много металлов, не будет у вас так сильно убивать топливный насос. Да, в Европе все это ходит дольше. Почему это ходит дольше? Потому что у них топливо другого качества, и потому что у них элементарно нет таких морозов, да, меньше стареет масло, у них другие дороги, другие нагрузки на моторы, поэтому все то же самое в тех условиях может проходить дольше. И плюсом надо не забывать, что
Не знаю уж, что здесь рекомендовал дилер, когда автомобиль покупался, какой бензин лить, заливать, но в его спецификациях идет указано, что нужно заливать 98 бензин. Я очень сильно сомневаюсь, что эта машина когда-то видела 98. Благо это 95, я, кстати, поинтересуюсь у владелицы, на каком бензине они ездят, и нельзя в высокомощные моторы с высоким КПД лить 92. Законы физики не обмануть, то есть если он рассчитан, он выдает 150 лошадей при своем давлении наддува 0,8 бар, при этом степень сжатия 10,5, при том, что многие турбомоторы там имеют степень сжатия 9 с небольшим. То есть тут большая степень сжатия. И ждать чудес не стоит. Правильно эксплуатируйте автомобили и будут они служить вам очень долго. Пока на этом мы видео не заканчиваем. Сейчас, когда будет заменен полностью насос, прокачанная система, выгоним весь воздух, моторчик запустим и подключимся с сканером. Я покажу тот список ошибок, постараюсь, по крайней мере, постараемся показать, какие ошибки там были, сотрем и будем надеяться, что будет все работать. Должно все работать хорошо. Вот мы подключились сканером к машинке. Вот он у нас Citroën Grand Picasso 1.6, мотор THP. И мы видим, что в модуле управления двигателем у нас висит 10 ошибок, о чем я и говорил, как они изначально и были. Сейчас мы их все подсчитаем. Так. Ждем технику. Ну и вот, поехали. Все те же 10 ошибок. Датчик давления, накопители высокого давления, слишком низкое достигнутое давление, топливо-воздушная смесь слишком богатая, зонд лямбда, банк 1, датчик 1, нарушение функции. Кстати, не исключено, что тут часть ошибок останется, потому что, скорее всего, когда была совсем нехорошая смесь, это привело к тому, что и умер, скорее всего, лямбда-зонд. Так, дальше что у нас? Форсунка высокого давления, цилиндр 4, клапан заблокирован в открытом состоянии, различные цилиндры, поздние перебои зажигания, переживатель зажигания на 4-й цилиндр, перебои, слишком низкое напряжение питания, шина трансмиссии сигнала детали вейкап, ошибка установления связи и температура охлаждающей жидкости, отклонение от сигнала CAN. Не исключено, что у нас ошибка сейчас по охлаждающей жидкости, с ней будет еще разбираться, и лямбда-зонд, возможно, тоже будет у нас неисправен. Сейчас ошибочки сотрем. По крайней мере, что в прошлый раз у нас было 10 ошибок. Я сейчас протокол не буду смотреть, какие там были. По-моему, если не ошибаюсь, был немножечко другой. Там у нас набор ошибок, не было ошибки по вентилятору и по CAN-шине, по сигналу скана по коробке. Так, сейчас мы все это соберем. Вот. Сейчас заведем. Все у нас неисправности удалены. Проверяем. Количество ошибок 0. Допустим. Так, сейчас уже, учитывая опыт предыдущего видео, у нас, скорее всего, будет очень сильно шуметь на фоне. Поэтому запущенный мотор мы просто отдельным кусочком ставим, а дальше уже рассказывать буду на заглушенном моторе. И все-таки про общее состояние этого двигателя. Мы решили выкрутить свечи и посмотреть, что же там. В общем, я постараюсь показать это поближе. В общем, вот у нас свеча первого цилиндра, второго, третьего и четвертого. Но если одним словом, точнее, коротко, это худшие свечи на моей истории. Я не знаю вообще, как так можно ездить. Но по свечке второго цилиндра мы видим очень сильное отложение по бензину. То есть там нагар какой-то, нарост таких размеров, что я не знаю, как они вообще работают, как она вообще заводилась. Свечи едивые, это очень дорогие будут свечи. Тут тоже все печально, но свеча первого цилиндра, это у нас прям катастрофа.
Вот там масляные отложения, они бьют все рекорды. К сожалению, в наличии в сервисе сейчас нет никаких свечей. Естественно, свечи пригорятся и нужно будет заменить их. Но сейчас, чтобы нормально запустить мотор, мы постараемся по максимуму их почистить, прожечь, убрать вот все вот это вот, что тут есть. Но по тому количеству масла, которое мы видим на самой свече, в принципе, на свечах, тут на всех видны следы масла, на резьбовой части свечей, вот явно, что, в общем, масло в цилиндре льется литрами. И помимо того, что здесь поменяли ТНВД, надо будет поменять турбину, надо будет, скорее всего, решать вопросы с линзозондом и с датчиком температуры. Тут, видимо, еще надо как минимум менять колпачки, а то и уже лезть дальше. Ну, сейчас задача такой не стоит. В общем, будем сейчас оживлять свечки. Так, вот мы немножко свечечки прожгли. В общем, так, давай, чтобы видно было производителя. У нас в любом случае видно уже, что на 3 свечах есть у нас вот эти вот, как их назвать-то? В общем, вот эти такие гофрированные выступы, ну как не выступы, прорези. В общем, они сделаны исключительно для увеличения пути искры от наконечника до корпуса свечи. Вот. И у нас 3 свечи Bosch, одна NGK. Причем она, мы посмотрели, не совсем похожа на то, что должно быть. Она даже отличается немножко по размеру, по выступу самого электрода. Вот, попытаемся сейчас это закрутить, на этом запустить. Почистили свечки, попробуем сейчас на этом запустить моторчик. Так, ну вот у нас мотор работает на холостом ходу. Видим, что давление накопителей на холостых 52-55 бар. В принципе, это соответствует заданным значениям. Вот. Сейчас попробуем немножечко дать газку. Так, какие у нас были максимальные значения? 87 или 85? 85. 85 максимальный, 49 минимальный. Ну, сейчас у нас 54 бара. Итог сегодняшних упражнений замечательным французом. Насос поменен, давление топлива в норме, автомобиль работает без... не глохнет, работает отвратительно. В общем, тут еще целый ворох проблем. У нас, я даже не знаю, с чего начать. Если там, возможно, видно, там, ну, в общем, наверняка будет видно. Тут замазано герметиком патрубок на впуске. Это он был обломан задолго до нас, уже был замазан. И там опять трещит, надо новый патрубок. Тут умерла верхняя лямбда. Первый кислородный датчик висит в богатой смеси, никак не реагирует на дополнительный воздух. У нас не раздувается турбина, естественно, не срабатывает blow-off, потому что не дает он, в общем, нужные 0,8 бара, мне кажется, и полбара не дает. По параметрам не смотрели еще, просто уже скоро должна позвонила хозяйка, хочет сегодня машинку забрать, а завтра приехать на замену свечей. Мы видели, что в каком состоянии свечи, тут сильно кидает масло в цилиндры. Возможно, конечно, большую часть гонит из турбины, но, скорее всего, там у нас уже ни колпачков, ни колец, компрессию тоже не мерили. Вылезла очень страшная ошибка, машинка стояла, работала на холостых у нас минут 15, потом мы чуть-чуть попробовали, погазовали, чтобы постараться раздуть турбину, но ничего не вышло, и вылезла ошибка у нас по низкому давлению масла.
что, ну, как вы, наверное, все понимаете, это практически приговор. Это очень страшно, если масло у нас, ну, надо, конечно, проверить фактическое давление, но я так подозреваю, что дело будет здесь не в датчике, а действительно в низком давлении масла. Это значит, что у нас все трущиеся элементы голодают, и там, я думаю, что износ уже у нас очень-очень большой. Вот вам 110 тысяч. Вот вам и французско-немецкий мотор. Здесь французский, не знаю, насколько он немецкий. Все грустно, все печально. И я, как вначале говорил на видео, что это вроде как вам мотор для взаймы, что вот вам расплата за экономичность и высокую эффективность. Не стоит оно того. Это печально. Что будет дальше с этим автомобилем, как мы его будем ремонтировать, я не знаю, потому что большого желания вкладывать нужные деньги у владельцев я не наблюдаю, но это делать надо. То есть машина либо будет дальше так пытаться ездить, помирать, либо надо ее очень-очень... либо надо в нее вкладывать очень-очень нескромные деньги. Вот, на сегодня с этим автомобилем мы пока закончили. То есть завтра просто мы меняем свечки, приходят они. И дальше уже будет все зависеть от желания владельцев, будем мы ее ремонтировать или нет. Естественно, если мы что-то будем с ней делать, мы это будем освещать, потому что мотор сложный, мотор интересный. Да, опять мотор, но тут уже не только непосредственно сама механика, да, но там еще навесное оборудование. На сегодня это все. Спасибо всем, кто смотрит нас, кто проявляет интерес к тому, что мы делаем. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем пока!